Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme sus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. Кеңес одағының халық артисі, Қазақстан Республикасының халық артисі, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты Әлібек Дінішев. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня героями нашей передачи являются Алибек Днишев и Димаш. Мы будем говорить о многом, о певцах, об их песенном репертуаре и об исполнении песни «Бésame mucho» нашими любимыми, всенародно признанными певцами. «Bésame mucho» – одна из известнейших песен 20 века. Существуют сотни ее исполнений, в том числе в переводе на разные языки, а также инструментальные версии. Какая красивая мелодия, какие яркие, красивые краски мы видим в этой песне. Эта песня – хит всей планеты. Когда слышишь ее, как будто переносишься на родину этой песни, в жаркую Мексику, где горячий страстный кубинский танец румба
исполняется под испанскую гитару с мягким звучанием, чарующими мелодиями, четкими ритмами и виртуозностью исполнения. Вообще, любой исполнитель этой песни должен вкладывать столько души, столько эмоций, прочувствовать слова так, чтобы каждого из нас исполнение песни не оставляло равнодушным. Название песни переводится как «Целуй меня». В тексте говорится о горячем желании обрести любовь и страхе потерять ее навечно. Невидимой ниточкой сквозь фразы прослеживается мысль о необходимости жить одним мгновением, потому что новый день может принести новые печали и разлуку. Написанная во имя большой и светлой любви, одна из самых романтических песен в истории музыки «Bésame mucho», вопреки расхожему мнению огромного количества людей, была написана в 1940 году молодой, 24-летней мексиканской девушкой Консуэло Веласкес Торрес. И никто не предполагал тогда, что она станет настоящим музыкальным шедевром, потрясающим хитом в 20-х годах 21 века. Этот мировой хит с такой же чувственностью, с такой же страстью исполняют и казахстанские певцы. И как не Алибеку Днишеву, мастеру исполнения песен с мощной лирикой и прекрасной мелодичной музыкой, исполнять ее. И как не Димашу, чье исполнение приводит в восторг всемирную, миллионную аудиторию, петь эту песню. «Bésame mucho» – это бриллиант в песенном репертуаре любого исполнителя. Она характеризуется большой экспрессивностью, страстью, подкрепленная классикой любовной лирики, в которой сокрыт целый спектр эмоций. Алибек Днишев, народный артист Советского Союза, поет «Bésame mucho» в своей традиционной манере. А в какую именно, я вам сейчас расскажу. Для этого нужно подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы вы не пропустили следующее наше видео, и поставить свой лайк. Итак, начинаем разговор о песне «Bésame mucho», манере исполнения песни двумя артистами – Алибеком Днишевым и Димашем, и в целом о репертуаре двух наших любимых певцов, обладающих уникальными голосами и своей собственной оригинальной манерой исполнения. Мы много слышали песен Алибека Днишева на казахском, русском и многих других языках мира. В основном репертуар известного казахстанского певца пополнены лирическими песнями. Но песня «Bésame mucho» в исполнении Алибека Днишева имеет особый характер. Как всегда, Алибек Мусаевич вложил свою душу в эту песню, потому что, как считают многие его коллеги, ведущие музыкальные специалисты советских времен и наши современники, главной составляющей профессионализма Алибека Днишева является именно то, что он поет песни, прочувствовав текст песен, каждое слово. Вообще, казахское народное, так же как и русское народное песенное творчество, отличается музыкальной формой, характером музыкальных образов, манерой звукоизречения, формой пения от некоторых западных, а в частности от страстных латиноамериканских песен. Казахские и русские песни в основном напевны и мелодичны. В чем заключается феномен таланта Димаша? В том, что он может исполнять любые песни народов мира так, что зал буквально подпевает ему, вторя за ним слова. Поэтому, когда в мае 2020 года на просторах интернета появилось видео, где песня «Bésame mucho» прозвучала от Димаша и Андреа Бочелли, я думаю, в тот момент мы просто открыли для себя нового Димаша. Это было неожиданно для нас, для всех. Мы заметили, что это был экспромт для Димаша, ведь эта песня не входит в его репертуар. Это было любительское видео. Не на сцене, это было за кулисами концерта. Однако он исполнил ее так, что произвел неизгладимое впечатление на нас, на Андреа Бочелли, когда маэстро Андреа Бочелли аккомпанировал Димашу на фортепиано. Спасибо автору за это видео, ведь мы теперь знаем Димаша совершенно в другом амплуа. Это был Димаш не романтический, в спокойной, свойственной манере исполнения для Димаша. Это был Димаш экспрессивный, эмоциональный, как красивый, яркий, импозантный Энрике Иглесиас. Эстрадный исполнитель, сумевший за короткое время творчества достичь ошеломляющего успеха в Северной Америке и за ее пределами. Сколько в Димаше экспрессии! Сразу мы вспомнили плеяду казахстанских певцов, в репертуар которых входили песни на таком же, как и испанском, красивом и выразительном итальянском языке. Например, Ермек Серкебаев или наш современник Сундет Байгожин с песней «Кавантина Фигаро». Димаш включает все больше песен в свой репертуар на иностранных языках. Песня «Bésame mucho» займет достойное место в постоянно
обновляющемся репертуаре Димаша. Ведь на испанском языке разговаривает почти полпланеты, и он занимает второе место после китайского языка по количеству разговаривающих на нем. Он опережает даже английский язык. А испаноязычные фан-клубы Димаша насчитывают миллионы поклонников его творчества. Димаш умеет исполнить любую песню. Нам кажется, эта песня должна иметь свое достойное место в репертуаре Димаша. Это будет открытием, сенсацией, прежде всего для зрителей, у кого родным языком является испанский. Эта песня, безусловно, порадует и всех нас также. Как мы любим эту песню! Она ведь мировой хит. Среди ее исполнителей даже легендарный Битлз. Когда песня звучит, кровь начинает играть в наших жилах, и мы хотим утопать в звуках этой прекрасной мелодии. Вот так планомерно, а подчас и неожиданно для самого себя и строит Димаш свой собственный репертуар песен, пополняя его песнями на всех языках мира. Возможно, этот неожиданный случай с экспромтом выльется в целую большую программу Димаша с латиноамериканскими песнями и навсегда закрепится в его песенном репертуаре. Я думаю, что в творчестве каждого артиста существует свой собственный путь, в процессе которого формируется его собственный репертуар, и в этом смысле образцом прекрасного репертуара песен является репертуар Алибека Днишева, который уже в 35 лет стал народным артистом СССР. Самым молодым народным артистом СССР была Куляш Байсиитова среди женщин, ей было всего 23 года, а среди мужчин 31 год стал народным артистом СССР Муслим Магомаев. Музыкальные эксперты отмечают, что исполнительская манера Днишева отличается удивительной тонкостью, красотой голоса, особым лиризмом. Репертуар Алибека Днишева в большей степени формировался в соответствии с тем, в каких песенных конкурсах он участвовал. Ведь престиж песенных конкурсов в советское время был настолько высоким, что певец при подготовке к ним готовил целую программу, состоящую из нескольких песен. После всесоюзных конкурсов победители становились в одночасье известными на всем советском пространстве, и эти песни, безусловно, входили в основу репертуара в будущем уже состоявшегося певца. Так, на 5-м курсе Алматинской консерватории он, молодой Алибек Днишев, участвовал на всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки, в одном из престижных вокальных конкурсов, организованный в 1960 году как первый всесоюзный конкурс вокалистов. Мой первый вопрос к вам – это как все-таки ваша семья повлияла на то, что вы выбрали именно эту профессию? Ну, как ни странно, ты знаешь, в семье у меня было нас 4 братьев, и вот ни один из них не стал певцом, музыкантом, кроме меня. Значит, семья может повлиять, но может повлиять на того, кто предрасположен к этому. Вот. Да. Ну, у меня, естественно, мама была певицей, пела когда-то, в оперном театре пела, еще во время войны. Вот дяди ее, родные братья, народные артисты Абдуллины, Ришат и Муслим. Поэтому вот такая атмосфера в доме была, всегда творческая, всегда песни звучали с самого детства. И, кстати, дяди мои меня как-то и направляли. Да и мама со мной занималась. Я помню, когда где-то во 2 классе у меня голос как бы обнаружился в широкой публике, и все сказали, надо его учить музыке. А родители почему-то прозевали этот момент. И вот тогда они спохватились, решили меня отдать в музыкальную школу. А мне было уже 8 лет. И на фортепиано поздно, на скрипку тем более. Куда? Давайте его на баян отдадим. Я категорически отказался, я не буду на этих пуговицах играть, я отказался, я говорю, я не буду. Тогда давай на аккордеон, там все-таки такие клавиши, как у рояля, похожи. Я говорю, ну ладно, тогда аккордеон пойдет. И вот я вспоминаю, как я занимался в музыкальной школе имени Амрека Шаубаева, а мама, я был маленький, сколько, мне было 8 лет, мама носила вот этот аккордеон за мной. Помогала мне первое время и нотную, и грамотную постичь, и как-то в многом.
Вот. И в дальнейшем тоже в жизни, когда я уже где-то после 8 класса пошел учиться в музыкальное училище, как дирижер-хоровик. И тогда тоже вот и дяди мои, и мама, и вообще те их друзья, которые к нам приходили, знаменитые люди того времени, например, Байгали Сумжанов, народный артист, Казахстан, один из основоположников казахской оперы. И город же был маленький, все друг друга знали, тем более в сфере искусства общались. Вот, поэтому как-то я вот на виду был, и меня направляли. Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету той минуты, когда милая придет. Как увижу, как услышу, все во мне заговорит. Вся душа моя пылает, вся душа моя горит. Его преподавателем, вопреки мнению многих людей, которые полагали, что Днишев имеет престижное московское или питерское образование, была преподаватель Алматинской консерватории профессор Надия Абдрахмановна Шарипова. Именно она подготовила юного Алибека Днишева к этому престижному конкурсу. И Алибек Днишев впервые получил первую премию за исполнение романса «Я помню чудное мгновение» Глинки на стихи Пушкина. Мы искали информацию о Надие Шариповой. Очень скудная информация не позволила нам подробно ознакомиться с ее жизнью и деятельностью. Мы нашли очень хорошую статью о ней автора Тлинчиевой, которая хорошо характеризует преподавателя Алибека Днишева, профессора Надию Шарипову. Она считала главной задачей развитие музыкального мышления певца, умению научить его думать музыкально. Глубоко была уверена в той истине, что поет не голосовой аппарат, а человек. Если аккомпанемент мешает петь, значит не развито объемное музыкальное мышление. Сам Алибек Днишев отмечает: на каждой стадии становления певца очень важно, какие встретятся люди на его пути и окажут на него большое благотворное влияние. Мне очень повезло с моим педагогом консерватории Надией Шариповой. Это имеет величайшее значение, когда на твоем пути встречается хороший педагог. Именно это и послужило главной составляющей успеха Алибека Днишева. В интернете не сохранилась запись песни «Я помню чудное мгновение». Мы предоставим вам другой материал, чтобы вы смогли еще раз насладиться пением великого тенора Советского Союза. Мы предлагаем вам послушать любимую песню Алибека Днишева, как он упомянул недавно в одном из интервью, песню «Лучше нету того цвету». После большой победы на конкурсе имени Глинки репертуар Алибека Днишева изрядно пополнился русскими народными песнями, романсами, камерными циклами и ариями. Алибек Днишев стал необычайно популярен именно в эти дни на конкурсе имени Глинки. Главный дирижер и художественный руководитель оркестра русских народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения Николай Некрасов, также народный артист СССР, отметил: «С Алибеком Днишевым мы знакомы с 1976 года, когда молодой артист выиграл конкурс Глинки. Прежде всего подкупает творческая манера исполнения тех или иных сочинений и желание проникнуть в текст того произведения, которое он исполняет. Нельзя рассматривать категорию таланта абстрактно. Чем больше человек талантлив, тем больше он ощущает свою связь со своим народом, на своей земле, на которой он родился. И тем бережнее он относится к тому культурному достоянию народной песни, которую он пропагандирует на музыкальной площадке. Он относится к разряду тех вокалистов, которые схватывают на лету».
Алибек Днишев говорит: когда я чувствую, что все твои нюансы воспринимают музыканты и дирижер, это имеет большое значение. Мне хочется работать, хочется заниматься, хочется петь. Затем уже на других международных конкурсах члены жюри спрашивали молодого талантливого Днишева: «У кого вы учились? В Италии, наверное?» И Алибек Днишев всегда с гордостью отвечал: «Нет, я учился в Алма-Ате. Перед началом конкурсов я прихожу к Надие Абдрахмановне, и мы занимаемся, готовимся, и я буквально не мыслю себя без этих занятий». Многие в то время не верили, что молодой певец нерусского происхождения может так вдохновенно исполнять чудесные русские песни и романсы. Выдающийся композитор, автор песен «Лучше нету того цвету», «В лесу прифронтовом», «Городском саду», «Катюша», «Пшеница золотая» и другие, Матвей Блантер не только выделял, но и очень любил, когда его музыкальные произведения исполнял именно казахский певец, бесподобный, изумительный тенор Советского Союза Алибек Днишев. После конкурса Глинки был конкурс Шумана. И опять же последующий конкурс дал возможность подготовиться Алибеку Днишеву к конкурсу и продолжать обогащать свой репертуар песнями как советских, так и зарубежных классических и современных композиторов. Подготовка была усердной, как сказал педагог Надия Шарипова, родителям Алибека Днишева в аэропорту перед поездкой на конкурс Цвикау, который находится на востоке Германии, в земле Саксонии в 1977 году. Мы подготовились очень хорошо. Каждая фраза, каждая точечка, каждая запятая – все у нас на месте. Я думаю, все будет хорошо. Сама Надия Шарипова вспоминала, что перед поездкой Алибека Днишева на конкурс дала ему 3 письма. Эти письма Алибек Днишев должен был открывать тур за туром за 2 часа перед выступлениями. Это были рискованные письма, как говорит Надия Абдрахмановна Шарипова. Первый тур самый волнительный. В первом я написала, на что обратить внимание. На втором письме я радостно поздравила. Вот видишь, ты прошел во 2-й тур. В третьем, что люблю его как певца и что верю в него, и что все будет хорошо. Алибек Днишев с таким трепетом скрывал эти письма. Вы даже не можете представить, как я эти письма читал. Все эти письма были для меня такими важными. И он получил 2-ю премию. И в очередной раз Алибек Днишев доказал, что он может петь разные песни, не только казахскую, русскую классику, но и шедевры западной музыки. Особое значение в репертуаре Алибека Днишева занимают близкие его сердцу казахские народные песни. В интервью, которое было снято в 1984 году, Алибек Днишев, фильм-концерт, он подчеркнул, что на любовь к народной музыке повлияли его родители. Песня Абая Козямның Карасы особенно дорога Алибеку Днишеву. Об этой песне мы отдельно поговорим в следующей передаче. Алибек Днишев родился в Алма-Ате 30 июля 1951 года. Род Днишевых идет из западного Казахстана, из села Касталовка под Уральском. Его отец Муса был интеллигентным и образованным человеком. На фронте служил военным корреспондентом. Демобилизовавшись, вернулся в Касталовку, но потом переехал в Алмату. Там основал республиканский журнал «Мәдениет және Турмыс» «Культура и жизнь», нынешнее название «Парасат», где долгие годы работал главным редактором. Одно время был и заместителем министра культуры Казахской ССР.
В большой семье Днишевых Алибек был младшим, 4-м сыном. Его мать, Камиля Абдулина, была родной сестрой известных казахстанских оперных певцов, братьев-близнецов, народных артистов СССР и Казахской ССР Ришата и Муслима Абдулиных. У них дома всегда была музыка, всегда пели песни. С самого детства Алибек Днишев рос в этой музыкальной среде и всегда мечтал стать артистом. Музыкальное образование получил в музыкальной школе, где учился играть на аккордеоне. После школы окончил дирижерско-хоровой факультет Алматинского музыкального училища имени Чайковского. Поступал в Ленинградскую консерваторию, но не был принят. Поступил в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, которую окончил в 1976 году. В начале 70-х годов пел с Виа Жетеген, в котором играл на ударных, и его двоюродный брат Сагнай Абдулин. С 1976 года солист Казахской государственной филармонии имени Джамбула. С 1978 года солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. В 1998 году основал и возглавил театр и академию вокала Алибека Днишева. Жена Марина Искандеровна Днишева, урожденная Танышпаева, сурдопедагог, внучка Мухамеджана Танышпаева. Алибек Днишев имеет 2 дочерей. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того ли, что пахнет липа или река блестит, не от глаз твоих красивых взор не отвести. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Верь, такой, как ты, на свете нет наверняка, чтоб навеки покорилось сердце моряка. По морям, по океанам мне легко пройти, но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. В репертуаре Алибека Днишева есть также и военные песни. Они входят в Золотой фонд искусства и культуры советского и независимого Казахстана. У нас всегда есть возможность послушать исполнение лучших и знакомых всем нам песен военных лет от мэтра отечественного песенного жанра Алибека Днишева в интернете. У людей замирает сердце, перехватывает дыхание, текут слезы при исполнении военных песен Алибеком Днишева. Это песни «Катюша», «Эх, дороги», «Темная ночь», «В лесу прифронтовом» и другие. Изменилась в городском саду, на скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя.
Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Сейчас мы рассказали о творчестве известного тенора, камерного и оперного певца Алибека Днишева. Пик его творчества формировался в молодые годы, как и Димаша. Его активная концертная деятельность пришлась именно на молодые годы. Знаменитым он стал, будучи студентом Алматинской консерватории. Очень много схожестей с Димашем, не правда ли? Одну существенную деталь хочется подчеркнуть. Алибека Днишева репертуар всегда был очень интересным. Каждая его песня была востребованной и всегда находила своего поклонника. Конечно, в его репертуаре были и хиты, но все же в репертуаре известного прославленного певца прежде всего были песни, которые были спеты по-своему, неповторимо, по-днишевски, и это дало ему большую известность. Алибек Днишев не останавливается на достигнутом, он пополняет свой репертуар новыми песнями. Эти песни буквально проживают новую жизнь в исполнении Алибека Днишева. Песня «Бессаме Мучо» притягательная и привлекательная для миллионной аудитории зрителей. Мы очень хотели бы, чтобы Димаш Кудайберген включил в свой репертуар и исполнил бы ее на большой мировой сцене. И я от всей души полагаю, что песня «Бессаме Мучо» будет звучать в исполнении гениального певца с уникальным голосом Димаша Кудайбергена великолепно, божественно, на века. Мы желаем нашему Димашу пополнять свой репертуар песнями на разных языках мира. Ведь не зря ютуберы его называют «народный артист мира». У Димаша очень большие перспективы быть номинированным на музыкальную премию Грэмми. Думаем, такие песни, как «Бессаме Мучо», практически ставшие народными, все больше будут приближать его не только к зрителю, но и его заветной цели – премия Грэмми. Желаем нашему Димашу успехов на этом тяжелом, тернистом пути. В скором времени состоится интервью с американским шоуменом, киноактером Киваном Кенни. Мы желаем Димашу идти верным шагом к достижению своей цели, на пути которого будут множество концертов и интервью, в том числе и с Киваном Кенни, для того, чтобы он смог раскрыть перед теперь уже новой для него американской публикой свое творчество, свой талант, показать все краски своего уникального голоса, рассказать о новых путях своего творчества. А мы, его фанаты, продолжим слушать, петь вместе с ним, поддерживать нашего непревзойденного Димаша нашими мощными действиями, как голосование на MTV, знакомство творчества Димаша с нашим окружением, родными, близкими, друзьями, коллегами, соседями и другими, для того, чтобы музыка Димаша, его неповторимый, уникальный голос звучал во всем мире как символ добра, любви, счастья и мира без войн, без трагедий, без насилия. Иди уверенно вперед, наш Димаш, а мы тебя всегда поддержим. Дорогие друзья, в предыдущих передачах мы начали новый проект «Выучи песню и пой вместе с Димашем». К сожалению, мы получили только пару положительных откликов на этот проект. Нам бы хотелось узнать ваше мнение, дорогие зрители. Продолжать ли наш проект? Напишите, пожалуйста, это в комментариях. Мы всегда читаем все, что вы нам пишете. Мы постоянно находимся с вами на связи и реагируем на все ваши комментарии. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наше видео. Мы прощаемся с вами. До новых встреч, дорогие друзья. До следующей недели. Бәріміз бірге орындаймыз қазақтың халық әні «Дударай». Мәриям шагөрдегі орыс қызы 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашық болып сондағы Мәриямның айтқан сөзі сіздер бір сен үшін тудым шіркін ай
бәрі жақсы, тек соңғы олай емес, соңғы олай. Шіркін-ай, тұдар-ай, үлкен рахмет ағайын. Үлкен рахмет, сіздерді қатты жақсы көрем. Димаш Құдайберген, еліміздің мақтанышы. Үлкен рахмет.